Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу, на мой взгляд, очень красивый британский автомобиль марки Rolls-Royce в масштабе 1 к 43 от производителя NeoScale Models. Это модель из серии Deluxe, машина уже снята с производства, хотя при желании ее можно найти в открытой продаже. И у меня представлен предсерийный образец, который в плане покраски и качества сборки не сильно отличается от тех моделей, которые пошли в серийное производство. И это, скажем так, уже утвержденная схема окраски, хотя не могу вспомнить, на серийной модели крылья и крыша были чисто черными или темно-синими. У этой модели они в синем цвете, но краска настолько темная, что издалека они просто кажутся черного цвета. И напишите в комментариях, у кого из вас похожий Rolls-Royce, какая у него схема окраски. И у меня в коллекции помимо такого Rolls-Royce есть еще второй вариант в другой схеме окраски, который не был запущен в серийное производство. И если у вас будет интерес ко второй модели, я тоже в будущем сделаю на нее детальный видеообзор. И если говорить о старинных машинах, то это отдельное направление в моей коллекции. Я их собираю еще с советского времени. Помните старые русабалты, которые на фоне других моделей советского производства выглядели более ажурными и более дорогостоящими. И у Neo довольно обширный ассортимент различных Rolls-Royce'ов, правда, за последнее время особо нет новинок, и эстафету перенял бренд Matrix. И это вполне хорошая модель за свою цену, и она может составить конкуренцию таким брендам, как GLM, Matrix, Ilario и так далее. Но, конечно, эти модели сделаны чуть проще, чем ручная работа, например, продукция мастера Пивторак, но те модели стартуют с 600-700 евро и могут доходить нескольких тысяч, если это какой-то редкий экземпляр. И также давайте я вам мельком покажу другие старинные автомобили из серии Deluxe, например, спортивный автомобиль марки Buick. Эта машина копирует автомобиль 1933 года, точно такой же год выпуска, как и у Rolls-Royce, и вы можете наглядно видеть, как отличается дизайн. И здесь Rolls-Royce выглядит более современно, более спортивно и, на мой взгляд, более симпатично. Модель Buick сделана тоже на очень хорошем уровне. Здесь прекрасная проработка колесных дисков, спицы из фототравления окрашенные красной краской. Также очень хорошо проработан салон. И здесь у автомобиля в багажном отсеке есть два посадочных места. И, по-моему, на эту модель я делал детальный видеообзор. Если нет, пишите в комментариях. Если вам нравится эта модель, я покажу ее более подробно. И покажу вам еще одно спортивное купе, только это Packard 1932 года. И у Neo такая модель также выходила с открытым верхом в другой схеме окраски. И у меня второй вариант тоже есть в коллекции. И, по-моему, вторая машина поставлялась в обычной коробочке, а не в серии Deluxe. И покажу вам последний автомобиль. Это четырехдверный Штуц в красно-черной схеме окраски. Тоже очень красивая масштабная копия. И вообще, когда у Neo была запущена эта серия, я к ней отнесся довольно скептически. Ведь полимер — это очень хрупкий материал, и сделать тонкие ажурные детали без каких-либо повреждений будет довольно проблематично. Но когда эти модели стали поступать в открытую продажу, я взял себе пару образцов и был приятно удивлен. Так что если вы собираете подобную технику, можете смело покупать эти модели в свою коллекцию. И в плане проработки они превосходят металлические аналоги. Но из металла мало кто сейчас выпускает подобные машины, в основном они идут из полимера. И опять же, полимер полимеру рознь. Если мы говорим о таких брендах, как Ласточка, Model Pro, там берется очень низкокачественное сырье, а у Neo, GLM, Ilario берется хороший компаунд, который не теряет своих свойств по прошествии многих лет. И здесь довольно симпатичный дисплей-кейс, он крупнее, чем стандартные коробки от Neo,
на верхней стороне бокса есть небольшой шильдик из фототравления с указанием бренда, и также здесь картонка оформлена немножко в другом стиле. На нижней стороне упаковки есть различная информация, которая касается данного производителя. Эти модели изготовлены в Китае, указан прототип Rolls-Royce Phantom 2 Continental Coupe, масштаб 1:43 и артикул, по которому можно найти эту модель в интернете. И модель довольно легкая, потому что, повторюсь еще раз, она сделана из полимера, но здесь прекрасное качество покраски и отличное качество сборки. Но так как эта модель участвовала во всевозможных выставках, у нее были некоторые повреждения, ей тоже хорошо досталось, и ее быстро ремонтировали, поэтому осветительную технику установили не очень аккуратно. Я потом ее подкорректирую, просто забыл, что здесь фары стоят не очень ровно, и я думаю, после видеообзора я займусь ремонтом этого автомобиля. И вы как раз можете посмотреть на корпус модели и как здесь идет разделение двух цветов. Очень четкая линия, и даже в более дорогостоящем сегменте не всегда хорошо красят масштабные копии. И также мне понравилось то, что у этого автомобиля очень много деталей из фототравления. Например, подножки, также элемент под дверьми, который сделан рифленым, сеточка перед передними дверцами, также боковины капота, сделанные из фототравления. Здесь присутствуют небольшие замочки, которые тоже сделаны из фототравления. Дверные петли, также ручки в хроме, очень хорошо сделано остекление, и солнцезащитный козырек здесь окрашен синим лаком, и вы можете посмотреть, как у этой модели сделана решетка радиатора. И часть радиатора сделана из пластика в хроме, сеточка сделана из фототравления, установлен маскот. Маскот, на мой взгляд, можно было сделать более изящно, и здесь он не совсем походит на настоящую фигурку Rolls-Royce, но издалека тоже смотрится вполне нормально. Отлично выглядят фары ближнего света, есть небольшие рассеиватели, также сымитировали лампу накала, есть дополнительная фара посередине, бампер в хроме, установлен регистрационный номерной знак, и на крыльях также установили зеркала заднего вида и обозначили оранжевым лаком поворотники на крыльях. Также здесь на подиуме присутствует небольшая плашка из фототравления, на которой указан прототип. Если вы посмотрите на колесные диски, то здесь они довольно интересного дизайна, обтекаемой формы, установлены хромированные колпаки, и в целом здесь вполне хорошие покрышки с выразительным протектором, но так как здесь отсутствует боковая маркировка, они выглядят все же проще, чем, допустим, аналог от Maestro Models. Отлично проработан салон, присутствует рулевое колесо, деревянные элементы здесь в виде наклейки, они тоже издалека смотрятся вполне симпатично, окрашены сиденья, но, конечно, салон сложно рассмотреть сквозь маленькие окошки. Задняя часть автомобиля тоже вполне нормальная, здесь установлены маленькие габаритные огни, хромированная крышка лючка бензобака, также замочки из фототравления на крышке багажника, и здесь закреплено два запасных колеса. И на запаске также повесили номерной знак. Это отдельная деталь, и красным лаком обозначили катафот. И это довольно большой автомобиль, несмотря на то, что, когда он стоит отдельно, машина смотрится не такой громоздкой. И по размерам эта машина примерно такая же, как советский лимузин ГАЗ-13 «Чайка». И обязательно напишите ваш комментарий, понравился ли вам данный Rolls-Royce, какие старинные машины есть в ваших коллекциях, что вы собираете, от каких брендов, возможно, вы тоже собираете продукцию Neo Scale Models, возможно, Matrix, возможно, GLM, возможно, у вас есть модели Ilario, а возможно, вы тоже купили какие-то экземпляры от мастера Пивторак. У меня в коллекции тоже есть пару моделей от этого мастера, но я не знаю, будет ли вам интересна такая рубрика, потому что
Как показывает статистика, в основном люди собирают более бюджетный сегмент, это различная журналка, а дорогие модели почему-то не вызывают особого интереса. Но повторюсь, если вам интересно, обязательно поддержите этот видеоролик и также не забывайте оформить подписку, если вы не сделали этого раньше. Заглядывайте на мой второй канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видеороликов на этом канале. На сегодня это все. До новых встреч. Пока.